самое главное, чтобы вы поняли методику работы по грунтованной поверхности. Слегка грунтом глубокого проникновения. Удачи, ребята! Друзья, вот я и дошел до этапа штукатурки этого места, где вчера я показывал вам, как на загрунтованной поверхности ведет себя вода. Вот увлажнил и даю, ну, может быть, 1 минутку постоять, немножко влаги войти. Вот. Ну, в принципе, вижу уже, да. Начинаю накидку. Вот у вас петля, ориентир, что именно этот участок я вчера демонстрировал, точнее в ролике по грунтовке. Набрызг это хорошо, это советские технологии, когда не было ни классификаторов. Вот. И вот самое главное, это вот уплотнить надо, то есть придавить, вот сила его тереть. Этот раствор великолепно сидит. Вот, а теперь я смотрю, где не хватает слоя, я подкинул. Вы видите? Так вот, пожалуйста. Вот. Можно так сделать. Блин. Да елки зеленые. Так, вот эту штуку. Пока вот так пущу. Вы поняли принцип. Все, теперь я все это подвожу аккуратненько, буду стоять спиной, поэтому снимать сейчас неудобно. Дальше уже идет формирование рельефа. Слегка, практически не надавливая на него, он под своим весом хорошо прокатывается. Видите, в отличие от танчика, вот он оставляет более такой мелкий и постоянный рельеф. Танк оставляет крупный рельеф. Здесь я его применять не буду. Так, где-то можно загладить. Все, и обязательно хорошенько помыли. Теперь продолжаем, подкидываем на колонны и идем. Ну, я двигаюсь, сегодня двигаюсь снизу вверх, нарушив все традиции.
Вы помните, друзья, этот инструмент, сделанный из вилки. Кто не знает и не помнит, переходите по ссылке в описании на обзор инструмента своими руками. Ну а здесь по выбранному формату 46 на 24 делаю разметочку и расчерчиваю все, конечно же, по уровням, вертикали и, естественно, с привязкой. После того, как основная разметка нанесена, я дорабатываю швы, вкладки, так сказать, но делаю их не более 5 миллиметров, так как это было заведено у древних греков. Кстати, с помощью этого инструмента я добиваюсь равномерного утолщения шва. То есть пика острие входит в серединку, а края равномерно расширяются. И таким образом получается такая какая-то полусухая кладка, как было в Древней Греции. Это готовая работа, прошлогодняя, год назад она была выполнена. И мне нужно повторить то же самое. Сейчас, так как там объект делался в прошлом году, прошел целый год, и сейчас мне нужно, я вот отштукатурил уже фасадик этих гаражей, и сейчас будет здесь покраска. Сложность здесь заключается в чем? Это вот имитация такого греческого камня, видите, прямые пропорции. Сложность в том, чтобы эти цвета все подобрать. В таких случаях я всегда записываю пропорции, в которых я разводил состав, и продолжаем красить. По пропорции это сейчас будет 2% подложка, слоновая кость. Помните, да? Я вам показывал палиш колер, слоновая кость номер 36, кажется. 2% от массы грунтовки, разведенная, наносим. Поехали. И вот так проходимся в один слой, такой не сильно заливаем, но и тщательно проходим, чтобы не образовалась пустота. Закрыли все. Так, друзья, вот он цвет слоновой кости. Вот так вы видите, да? Ну, достаточно жиденькая грунтовочка. Вот такой вот он цвет. Не знаю, такой какой-то кофе с молоком напоминает что-то. Но после высыхания, вот смотрите, прошло 10 минут. Вот как он уже выглядит. Он практически прозрачный. Кое-где остаются вот такие с желтинкой, с такой бежевиночкой. Вот, остаются такие вот пятнышки. Нам это и нужно. Следующим этапом, я не показал это, но расскажу вам. Я в эту слоновую кость добавил 1% коричневого и 3% бежевого колера. И вот так прохожу не сплошнячком, а кое-где подливаю для контраста, для тона. И смотрю по мере подсыхания. Как подсыхает, где-то я добавляю, а где-то оставляю так. Так, друзья, по задумке у меня вот эти колонны, они выделяются темным цветом. Я сделал 1% черного колера и 3% бежевого колера. Смешал все это дело. И теперь прохожу уже не краскопультом, а прохожу вручную. Для чего это нужно? Видите? Потому что прохожу в основном по верхам. То есть внутренние ямочки рельефа
они останутся в том цвете, который сейчас был нанесен до этого. И вот так легкими движениями, сильно не заливаю. Грунт уже впитывается слабо. Внимательно растираю, чтобы не было потеков. Ну, пока свежий, конечно же, тон будет один. Чуть позже я покажу вам, как он будет выглядеть после подсыхания. Это где-то через полчаса-час. Все-таки пользуйтесь еще кисточками. Можно губкой пользоваться, лишки губкой стирать, если вы вдруг нанесли много. Дальше, вот этим темным тоном, которым я проходил колонны, я теперь слегка-слегка напыляю и растушевываю губкой. Ну и по старой методе, вы видите, кое-где посильнее, кое-где послабее. И губочкой собрали, где-то лишки, где-то растерли, чтобы не оставалось локальных пятен. Очень важно губкой снимать по верхушкам, чтобы не было потеков и таких вот локальных пятен. Но сразу не торопитесь, если вам кажется, что маловато вы нанесли. Вот видите, как получается. Но он после подсыхания еще немножко темнеет. Поэтому не торопитесь. Дайте ему полчасика постоять. Вот видите, есть вот локальные пятна. Вот их нужно сейчас губкой еще растушевать. Вот, чтобы не было вот это пятно таким ярко выраженным. И практически все убрал. Где не будет хватать после подсыхания, можно добавить. Вот, по цветам все хорошо получилось, все совпало, все замечательно, заказчики довольны. Но у нас сегодня дождь намечается, поэтому пропиточкой мокрым камнем я пройдусь уже после дождей. Ну так, друзья, подписывайтесь, ставьте палец вверх, задавайте свои вопросы в комментариях. Рад буду вам помочь, подсказать, ответить. И до новых встреч, удачи и успехов вам в трудах.